Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от $500 000 рублей. Плачу на карты банков РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp, он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот телеграм-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Лучше себе вот эту куртку работаешь. Не такой страшный вид был. Это еще не страшно. Могло быть и пострашнее, согласитесь. Ну, соглашусь, да. Так, меня зовут Владимир, я журналист. Общаемся с военнопленными на свободные темы. Как, что, чего, зачем пришел, что увидел, что понял. Ну, понял я одно, что... Еще рано, да я просто вводные даю, о понятно. чем мы будем говорить. Это раз. Два. Номер телефона. 937. Подожди. Так, Щербаков, правильно? Да. WhatsApp есть на этом номере? Да, есть. Дальше. 0. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да, даю. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. 81-го. Еще раз, числа какие? Неважно. 1981. Так. Откуда? Неважно. Когда мобилизовался, призвался, контракт подписал? Призвался 7 числа, 7 августа 2023 года. Ну, контракт. Каким образом? Контракт подписал. Каким образом? Ну, пришел в военкомат, подписал контракт. От военкомата, в общем, я водитель с профессиональным стажем. Перевешу. Наверх. Водитель с профессиональным стажем. Сказали, типа, пойдешь, будешь работать водителем, по своей специальности. Я понял. А что вообще мысль такая пришла пойти в военкомат? Друзья идут, все идут, и эти лозунги везде, там, типа, защищать Родину, туда-сюда и все остальное. Конечный итог, потом, как будем разговаривать, я еще расскажу, как все произошло. Хорошо. Значит, я не буду задавать сейчас пока этих вопросов. Дальше что было? Дальше подписали контракт, уехали в Ростовский полигон. Отбыли там 10 дней, в общем, ничего не делая практически. И после чего появился первый армейский корпус, Донецкая бригада, и забрали нас всех на полигон в Донецк, город Донецк, полигон там под Москвой, по-моему. Не в этом дело. Когда мы приехали на полигон, мы поняли, что куда вообще попали, и сказали, никаких здесь нет ни водителей, никого, вы здесь все пушечное мясо. Так и сказали, пушечное Так мясо? сказали, да. И относились они там к нам практически как, не как сказать, не то, что как братский народ, а как будто мы к ним пришли, и нам что-то здесь от них надо. К этим, к донецким. А там все полностью бригада состояла именно из донецких? Именно с донецких, да. Понял. Все руководство, все донецкое было. У вас не сложились отношения?
Ну, не то чтобы не сложились, но мы как бы контрактники были. У меня в контракте было строго прописано, что у меня есть выходные, что у меня есть рабочий день со стольки до стольки. А обращались к нам не то, что даже как с Рабочий день? Да, в контракте прописан был рабочий день даже. Со скольки до скольки на работе. А в конечном итоге... Каждый раз узнаю, видите, хоть что-нибудь, но новенькое. То есть вообще, вот представить себе, как это рабочий день на войне может быть со стольки до скольки. Мы же находились не на войне, а на полигоне. То бишь, оно называется же даже не третья линия обороны, а мирная часть. Типа как глубокий тыл. Да, типа можно глубокого сказать. тыла. Но ладно, все равно. Ни выходные, ни проходные относились как, не знаю, меня... Ну, я сейчас не хочу это, чтобы опубликовалось, но там за пузырек, грубо говоря, там какой-то там, ну, какого-то спиртного с собой поступали. Смотрите, у нас, мы не телевизор, у нас как бы в YouTube это все публикуется, то есть можно говорить как есть. Не париться этим вопросом. Ну, вот, и как бы... Нецензурная лексика будет, мы ее запикаем, то есть просто вот рассказывайте историю, как бы вы рассказали кому-то из своих там друзей. Ну, в общем, короче, из-за бутылки пива можно было попасть так же ногами, что я даже здесь таких пизделей не получал, как я получал там от своих, от штабного руководства или же там от этого. Вы пошли, купили бутылку пива. Ну да, меня с ней поймали, и все, и хлопнули, и могли посадить в яму, и все остальное, все что угодно. Так могли или посадили? Так вот и сажали, и потом уже мы все равно просто делали по-своему, ну, забивали на них. А как по-своему? Ну, как по-своему. Ну, уходили в другое подразделение, там пили. То есть вы пили в расположении части? Ну, да. Ну, там не расположение часть, там же полигон. Ну, полигон, там все равно есть какие-то казармы, палатки. Да. И вы там, в общем. Да. Реализовывали свой преступный умысел. Ну, это не преступный умысел. Например, суббота, воскресенье, выходной. 7 дней в неделю пахать на полигоне с утра до вечера, до 11. Ну, это тяжело. Как бы. Это я типа юморю. Ну, не преступный умысел. Там посмотришь, у него начальство все синее, с тобой разговаривает по рации, и он полностью неадекватно такой бред несет. И он еле языком шавалит, а тебе какие-то указания дает. То есть пьяные могли поймать пьяных и бить в яме? Да. Вот так вот. Это нормальное явление, да. Короче, их вообще не смущает то, что они сами бухи, Нет. а смущает, что вы с бутылкой пива. Ну да. Вы ходили в город свободно, правильно? Ну, как бы, как свободно. Я собирался, никому ничего не говоря, выходил с полигона и шел в город. Ну, потому что в село Моспино, вызвал такси, поехал в город, там, что тебе нужно, купил, приехал. Ну, и Такси работает, да, то есть подъезжает, приезжает. Все, да. Единственное, что военная полиция, если поймает, там начинаются какие-то качели. Ну, как качели. Если ты трезвый, адекватный, и все с тобой нормально, то как бы, ну, на словах можно разойтись, ну, сторонами. А с таксистами разговаривали по дороге на вольные темы? Таксисты всегда все знают. Что таксисты говорят об этом во всем? Как бы стараются вообще люди пожилые, потому что работают в такси, и стараются меньше разговаривать, и молча, все молча. На какую-то тему начинает звонить, он начинает пускать Google, там ничего такого. Есть напряжение, да? Ну, конечно. Нельзя сказать, что это свободный, освобожденный там, от кого-то город. Да. Нету такого. Люди все чего-то боятся. Каждый человек чего-то боится. Видели бы вы Донецк в 2012 году? Ну, если только по телевизору. Нет, ну я вообще говорю. Чемпионат Европы по футболу, прекрасный стадион, звезды мирового уровня, все живут, кайфуют, город процветает. Вот все, что там есть хорошего, да? А Донецк, кстати, говорят, бомбили 8 лет. Вы много увидели там признаков бомбежки? Ну, есть районы, которые развалены в конкретно. Райончики? Да, есть районы. А вы видели Мариуполь? Мариуполь нет, не видел. А какие еще города видели? Так, ну, мы ездили в Луганск, но в Луганске не было, я даже не видел разрушения нигде. Луганск тоже, между прочим, 8 лет бомбили. Там разрушения не видно. Луганск тоже 8 лет бомбили, Донецк тоже 8 лет бомбили. Вот. Я вам покажу сейчас, что вроде как вот не бомбили 8 лет, да, и как оно выглядит. Вот это вот Мариуполь.
Это тоже Донбасс. Да? Ну, говорят, Да. мы бомбили Донбасс, да? Вот это вот Мариуполь 2014 год. А вот этот вот Мариуполь после, ну, типа освобождения. Ну да, кого не освободили, непонятно. Нет города. Северодонецк. Вот город Северодонецк. Город как город. Вот Северодонецк. Вот так выглядит Донецк? Ну нет, конечно. Не так выглядит Донецк. Вот Авдеевка. Зелененький такой городок. Вот Авдеевка теперь. Это все после полномасштабного вторжения. Бахмут. И тоже Ну, Бахмут. вообще кошмар. Нет городов, все это... Жизни там уже больше не будет. Это просто про миф вот этот вот, да, что 8 лет, чуть что кого не спроси сразу, а вы 8 лет. А почему же ни один из городов, которых мы якобы бомбили, не выглядит вот так? Ну, не знаю, наверное, я не политик и не лезу в это. Ну, допустим, вот если брать там по какому-то, по Чеченской, например, республике, для чего они ее разбомбили? Для того, чтобы сейчас, какая Чеченская республика? Сейчас они отстроили там чуть ли не Лас-Вегас. Ну, это бабки. Ну, Чеченская республика это чуть-чуть другая ситуация. Во-первых, это нефть, Ну да. насколько я А знаю. здесь-то ничего нету. Ну, Вот. кроме угля. В Авдеевке, Бахмуте и Северодонецке там уже там не то, что ни нефти, ничего подобного нет. Там просто людей уже воды жизни нет. Воды нет у людей. Да, поэтому тут сравнивать как бы сложно. Вот. Но я не об этом. Я о том, что это был действительно самый развивающийся регион на тот момент, вот на момент 2012 года. А потом, когда туда зашла Россия, в 2014 году, если вы не в курсе еще. Не знаете об этом? Про 2014 год я не слышал, чтобы Россия воевала здесь. Воевали только эти, как они, ополченцы. Да. Ну и даже близко такого не было, что там призывали там ехать там. Не, никто никого не призывал. Зачем? Зачем кого-то призывать, если они и сами сюда прекрасно шли? А с какой целью? С какой целью? Ну, давайте я попробую вам, чтобы не я говорил, а чтобы вот... Сейчас открою Америку. Война началась давно. На Донбассе конкретно она началась в 2014 году. И там воевали не только ополченцы, так называемые, и русские добровольцы, соответственно, один из которых был я, но и Министерство обороны Российской Федерации. Вот. Мы хоть и говорили, что наших войск там нет, но все те успехи, которые ополчение Донбасса понесло в 2014-2015 году, это заслуга российской армии, Министерства обороны, штатных подразделений Министерства обороны. Мы пришли на Донбасс и как бы помогали этим людям. Вот. А потом на 9 лет, на 8 бросили их. Ну, просто оставили там военные наблюдатели, позиционная война. Мы перед этими людьми в чем-то даже виноваты, я бы сказал так. Если кто-то считает, что там типа Луганские, Донецкие, что это типа их война там и прочее, но если их война, то в 2014 году туда не надо было лезть никому. Но если уже залезли, то драться нужно. Я не знаю по поводу, что там нужно. Это слова российского военного, который как бы позывной у него 13-й. Также можно послушать Гиркина, Стрелкова по этому поводу. Там вообще много чего можно послушать. Это просто короткие реплики, которые мне проще всего приводить. Российские войска зашли туда в 2014 году, и именно они раскачали всю эту ситуацию. А потом, когда вырисовалась такая вот линия разграничения, где с нашей стороны стрельнут иной раз, с этой стороны стрельнут иной раз, ну вот так вот оно и прилетало. Потому что война, и как бы, ну оттуда и бомбили Бомбас, получается. Если бы не залезли в 2014 году, то никто бы ничего не бомбил бы. И Донбасс бы остался бы прекрасным процветающим регионом. Самое интересное, что после того, как вы в 2022 году начали защищать Донбасс, то четверти Донбасса действительно не стало просто. Вот так вот. Ну, я только что показывал эти фотографии. Вот. Поэтому это так, просто чтобы не было недопониманий. А сейчас, вы говорите, таксисты, они как-то... Ну нет, народ не свободный и как бы всего боится.
Все, женщины, дети, там, мужчины в возрасте, мужики, все, каждый, нет ни у кого не свободы слова, все как бы что-то за что-то, кто-то что-то переживает. Ну, нету такого, что он спокойно пришел домой и лег спать, что зная, что утром он проснется и пойдет на работу, что нет такой гарантии, что он что-то, наверное, не пролетит. Ну, скорее всего, так. Ну, я так думаю. Ну, конечно. С продавцами, может быть, общались в магазинах. Ну, хоть с кем-то у вас были какие-то задушевные разговоры? С продавцами в магазинах. Да нет, никто ничего не особо такого. У кого-то спрашиваешь, все разговоры коротко, ясно, там, и то все по делу. Отрывисто. Ну да. И... Что никто нам там не рад был, когда мы сюда приперлись. то есть не было такого, да. что «Ого, братуха, там, защитник мой». Нет. Они даже, знаете, как говорят эти наши командиры, был такой разговор, что вы как-то... Что-то был праздник, когда когда Донецк присоединился к России. А они говорят, нет, не Донецк присоединился к России, а Россия присоединилась к Донецку. Ну, такие вот все, чего сюда приперлись и так далее и тому подобное. Да, так мы можем сдать все то, что мы у вас получили, и спокойно поехать домой. Ну, как-то так. Ну, ужасно, ужасно, очень. Я не скажу, что отношение там было совсем плохое со всей стороны, но я скажу, что по поводу там вооружения, по поводу там амуниции и всего остального, ну, с голой жопой. Вот так. Ладно, что еще интересного? А как вас били? Вот вы говорите, били в яму. В яму кидали и били. Что такое яма и как? Ну, яма типа блиндажа такого, накрытая сеткой. Ну, провинился там, и посадили тебя в яму. Сидишь. Сверху пиздили да, и кинули в яму. Да, сиди там. Да. А там холодно же, наверное? Ну, я бы не сказал, что холодно, это было лето. Это лето было. Да, как бы и не в этом дело. Что отношение такое, ну, как бы заслужил ты, допустим, ты докажи мою вину, да, там, через командира, там, через кого-то. Там, посуди на гауптвахту, где есть камера, там, где есть питание и все остальное. А вот это бросать туда хлеб с тушенкой, ну, это бред. А прям через сетку забросили? Да, да. Ну, как животные. И много таких. Но я согласен, что где-то, может, что-то ты лишканул или что-то сделал, но не до такой степени, правильно, что с тобой так относились? Ну, если вы меня спрашиваете моего мнения, то я могу ответить следующим образом. В армии, в которой, в принципе, нет никаких правил, наверное, это норма. Ну, наверное, да. Ну, потому что российская армия нарушает все вообще международные правила, взятые на себя обязательства, все свои обещания, вообще все, вторгаясь в Украину. Да. То есть они, ваше руководство, ненавидят нас, ну и ровно точно так же ненавидят вас. Или не то, чтобы ненавидят, вы просто для них материал. Ну, судя по тому, что я увидел своими глазами, да, на самом деле материал. Вот, поэтому мне, например, это не удивительно. Так, дальше что было еще? Ну, я, например, не могу объяснить такие ситуации. Как может командир отправлять в тыл, не в тыл, вернее, а на переднюю линию обороны, там, технику, народ, и чтобы там кто-то что-то взял утром такой вот колонной, ну, что, ну, как на параде. Вся колонна друг от дружки идет, ну, рядышком 1,5-2 метра машин, на ней сидят бойцы, там едут танки и там все остальное. Вот, и все разъебали. Это все в порядка 10 минут было. И ладно бы там бились бы. Как, там, где, когда? Ну, это где-то было 9 числа, с 9 на 10. Мы заходили на район... Июля? Нет, августа. Августа. Какого августа? Октября. Октября. Вот, мы заходили в химзавод, ближе к химзаводу, к этому Авдеевское направлению. Нас разъебали. А разъебало, я вам скажу, знаете, сколько человек? Ну, да, не больше 30. 6 тысяч просто. Нафиг. Все в мясо. А разъебало у нас не больше 30 человек. 6 тысяч человек? Да, примерно 6 тысяч человек. Вместе с техникой. Это что, это сколько это техники было? Ну, очень длинная колонна была. Там 114-й, потом соседи 25-ка была, 22-я была, 15-ка была. Это бригада вы называете? Ну да, да. И вот шли, как соседи, друг с дружком, там, они там с той стороны, мы с этой, и все получили, грамотно получили, потому что, ну, как они сказали, пацаны, с 14 года, вот вы сюда, говорит, носу своего не совали, вы что думали, что здесь там
мы сидим и с голой жопой вас ждем. Нет, мы тут хорошо. Все пристрелены, все точки, все позиции. Тоже там бил до такой степени прицельно, что миномет, что танк стрелял по нам. До такой степени прицельно бил, что чуть ли не снайперские выстрелы. Просто бух-дара. В смысле, по бронетехнике. А, соответственно, по бронетехнике попало только всему народу. Такого, а потом началась паника, начали все двигаться, кто пытаться выскакивать обратно, давить своих же, там танки давят БМП, там вообще такая труба была. На это смотри, без слез не посмотришь. Начали друг друга давить? Конечно. Сейчас вот как раз только был пост, читал о том, что... нет, не потерял, нашел. Значит, российский военный Андрей Морозов написал пост о реальных потерях в Авдеевке. Вот сейчас шли в Авдеевку, и это уже было просто, то, что вы говорите, да? То есть они просто пошли со всех сторон одновременно. И на протяжении, точно не скажу какого времени, но примерно неделя они шли, их валили, они шли, их валили, они шли, их валили. И вот даже по скромным подсчетам российского военного он написал пост о том, что российская армия потеряла 16 тысяч человек и около 300 единиц выбитой бронетехники. Да нет, это намного больше. Я тебе скажу, 9-10 был штурм октября, и 18 в ночь на 19, 20, 21 числа я попал в плен. Вот до этого времени мы шли просто по трупам. Просто в поле, а поле не видно было. Тут интересно просто, что дальше произошло с этим Морозовым. И что же дальше с ним произошло? Российские пропагандисты, есть такие Юлия Витязева и Армен Гаспарян. Они начали писать, типа, когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывая в свои дела других, просто повесься на вожжах в конюшне. Они устроили ему травлю за этот пост, назвали этот пост пораженческим, высером, который тянет на фейки и клевету в адрес армии РФ. А сейчас фейки и клевета есть такая штука, что там создают типа срок с конфискацией имущества. Как за фейки? Это же правда? Но они начали его травить. Как, если он пишет о потерях? Вы говорите, что, наверное, это даже еще маленькие цифры. Да. И он удалил этот пост и 21 февраля написал предсмертный пост и попрощался с читателями и покончил жизнь самоубийством. Так не факт, что он покончил ее сам. Это да. Тут соглашусь, не факт. Не факт. Но это я о том. У вас же президент говорил вроде как, что тут нацисты у нас. Я не то, что вам скажу. А я вот смотрю такие вещи, и мне кажется, что нацисты, они как раз-таки там у вас. Я не лезу ни в политику, ни в сторону президента своего, ничего плохого я не имею. Я вот в 99 году призывался в армию, мы были при Боре Ельцине, я призывался, был такой Борис Ельцин. Вот при нем был бардак и беспредел, развал. А когда пришел Владимир Владимирович, как-то все это поменялось очень сильно. Если начали наступать, мы начали наступать. Если мы двигались, мы двигались. И все начало выполняться, Россия с колен, немножечко поднялась. Раньше на нас все плевали, а сейчас считается, по крайней мере, с этой стороны. Стали считаться. Я не говорю как оно сейчас здесь происходит. В суда я вообще не лез, не хочу лезть ни в какую политику. А какая политика? Вы могли погибнуть? Я теоретически, раз, наверное, 10 пока был. Давайте оценим шансы из 100. Остаться живым. Сколько есть шансов? Если бы сейчас до сих пор не попал бы в плен, а был бы на передке все это время, я думаю, наверное, уже бы не остался. Короче говоря, там минимальные шансы. Да, минимальные. То, что я сейчас могу говорить с вами, и то, что вы выжили, это фарт, наверное, да? Нет, скорее всего, у каждого человека на роду что-то написано. Там фарт это... Судьба, пусть будет. Да. Судьба, фатум, кто как хочет это может назвать. Но вопрос, а если бы вы погибли бы,
Да? Или вот те люди, которые погибли, они за что вообще погибли? Ну, много погибло донецких, вот двигаясь со мной. Много погибло донецких. Донецких, ладно, я имею в виду вот поближе к вам. Пацанов, да? которые погибли просто так. Ну, они погибли, во-первых, по дурости, ну, по своей. Много делалось неправильных движений. Там, например, во время бомбежки начались передвижения. Я не с тактической точки зрения с какой? имею в виду. С идейной вообще. С идейной, ну да, много пацанов. За что? Ни за что. Не может такого быть. Ну, как бы ни за что. Можно было этих потерь избежать. Со стороны руководства, если Опять-таки с тактической точки зрения. А я чисто с идейной. Вот идет человек в чужую страну воевать, убивать, стрелять. Он ради чего это делает? Россиянин. Ну, ради чего он это делает? большинство, наверное, народу, с кем я только не общался, большинство сюда приходит за деньгами. Понятно, за деньгами. А если этот человек, которого мобилизовали, который вообще не хотел, да? Вот не хотел он ничего, его мобилизовали и отправили сюда. Ну, тогда у него просто не остается другого выбора. Правильно. А какова же цель вообще? В Либо же принципе, сесть. нет, ну да, сесть он может, безусловно. И я бы на его месте так бы и поступил. Ну, потому что просто сесть это лучше, чем кого-то убить или самому погибнуть. Ну, или без ноги, без Просто ног там остаться. Не каждый человек, он еще осознавал, куда он едет и куда он попадет. Вот. Не каждый человек Согласен. А когда попадает уже, Согласен. вот, когда уже вот она жопа, Согласен. когда град идет из снарядов по тебе, тогда начинают люди понимать, куда они попали. Ну, уже поздно, как бы, и уже и назад не уйдешь, потому что назад тебя птичка не выпустит. И вперед. Какая птичка? Своя или чужая? Чужая. Чужая. Нет, вот есть Россия, да? Вот есть Украина, да? Вот Россия вторгается в Украину. Идет, пытается прорваться все глубже, все дальше, захватить все больше. Только не понимаю, зачем. Изначально вообще были под Киевом, если вы не в курсе. Да, что-то по телевизору было. Что-то да. было, да. Вот, да, цель. Ну вот вы Я говорите, не понимаю. Владимир Владимирович, Я там, не понимаю. красавчик, все дела. Я не понимаю. Это он объявил спецоперацию? Наверное, да, потому что он же президент Российской Я не буду называть точных цифр, потому что вы все равно скажете, это фейк и все такое, там, да. Но увесисто можно говорить о сотнях тысяч погибших россиян здесь. Ну, я думаю, да. В результате вот этого вот вторжения. Думаю, да. Если... Эти россияне погибли из-за решения Путина? Ну, множество погибли туда. Погибли они, говорю, из-за денег, которые пришли сюда сами. Ну ладно, хрен с ними А за вот- денег. Я говорю, а первые это были все кадровые военные. Почему Ну, сейчас? наверное, за идею кто-то гибнет, но кто-то думал, что вот он идет защищать российскую армию и так далее. и тому подобное. А За чего идею. стоит эта идея? Ну, ровным словом, сейчас, наверное, я думаю, что каждый человек, наверное, не осознает. Вот, когда попадаешь в такую ситуацию, начинаешь осознавать, для чего тебе жизнь, что тебе дорого, что ты раньше не понимал, а вот здесь вот начинаешь понимать, вот, когда у тебя смерть перед глазами пробегает, и ты уже начинаешь понимать, что у тебя там есть кто-то, вот, кому-то ты вот, не обратил на того-то внимания, что-то сделал. Я даже, были такие моменты, что, как по молодости бывает, там, с мамой поругался, да, и прощения даже не попросил. А попадает такая ситуация, что а вдруг я больше не увижу никогда. И прощения не смогу попросить за то, что я сделал. Ну и так далее. Там много чего я пересмотрел в своей жизни. Понятно. Типа жизнь пролетает перед глазами, и ты начинаешь Да, понимать, что... понимать, что ты что-то сделал не так. Но уже ничто поменять невозможно. Я про... Вы из-за денег пошли? Лично я? Нет, скорее всего, из-за своего недопонимания немножечко о той войне, на которую мы попали. Ладно, расскажите тогда, что еще там происходило? Вот после этих всех полигонов, куда вас отправили, что дальше было? Наши командиры рот, и к ним претензий никаких нету. Да я не говорю про претензии, я говорю чисто вот что происходило по событиям. По событиям, 2 месяца мы пробыли на полигоне. После 2 месяцев нас просто ночью построили после полигона. Уже время, часов 10, может, 10:30 было. Мы пришли с полигона, но все заебанные, как собаки. Пошли там в баню, с бани слушаю построение. Построение пришли, там, пацаны, давайте быстренько собираемся, едем в Верхнеторецкое, в общем, там будем базироваться. Короче, прошла информация, что полигон будут обстреливать, будут бомбить. Нам нужно поменять место дислокации. Мы уехали. И все, находились на Верхнем Торецком до 9 числа. Где-то в течение, может, недели.
Все, потом начались штурма. Потом я бы сказал, один штурм мы перенесли нормально, успешно, грубо говоря. Ну, погибло много народу, очень много погибло народу. Но мы и выжили, вернулись на ротацию. Вы успели кого-то убить? Нет. Бой был честный. Бились, как бы, блядь, и с их стороны четко пацаны, и с нашей стороны вроде пацаны тоже. Ну, ничего лишнего такого не было, ничего загонного такого не было, чтобы, допустим, мне стало стыдно перед даже теми военными с вашей стороны. Вырубили свет. А про все остальное, что я хочу сказать, что я попал в армию, не в армию, а по контракту как? Ну, как военный. Мне давали приказы, я их также не обсуждал, а исполнял. Даже попал в плен, если уж на то пошло, я пришел на позицию, я выполнил приказ, я пришел, я закрепился. А как я попал в плен, сильно глушануло, а уже когда очнулся, уже были рядом военные. Ну, соответственно, не наши. Типичная ситуация. Ну да. Уже выхода было другого некуда, и сказали, пацаны, не дергайтесь, глупых вещей не совершайте и будете живы. Нет, ну дело ваше. Ну, как-то так. А в отличие от некоторых, с кем мы шли на боевую задачу, командиры наши, якобы командиры взводов, они просто ебнули, они съебались по дороге. То командиры? Да, они съебались, просто съебались. А можно эту ситуацию как-то в деталях? Что происходило? Ну как, нас собрали группу народу, дали двум командирам, один командир, другой его зам, дали народ, 16 человек. И мы выдвинулись на позиции. Нужно было дойти, закрепиться. А когда мы дошли до полдороги, я поворачиваюсь, а командира-то нет. А где командир? Да хуй. Вот так вот. И там по вам прилетает что-то? Да еще прилетать не начало, мы еще даже до позиции дошли. Ну, скажем так, находились еще в желтой линии, в желтой зоне. Вот. Ну, как бы долетал до туда уже и погибали там тоже народ. Ну, я, значит, называю это желтой линией. Передок это передок. Это когда ты пришел, вот он враг, вот он ты, и вот 300 метров идет все происхождение. А то, может, и ближе. До туда они просто не пришли и не дошли. Я не знаю, как они объяснили свое поведение там уже перед вышестоящим руководством, куда они дели народ, вот, и так далее и тому подобное. Ну, я не знаю. Для меня это было, например, было бы западло бы сделать так, как командиру. Взять, бросить пацанов и съебаться. Какой ты командир-то после этого? Это не командир. Так, и что там дальше произошло? Да что дальше произошло? Дальше произошло непонятно месиво, непонятно, кто откуда стреляет. Мы когда заняли позицию, зашли на точку, на это перед химзаводом. Там то ли наши были, то ли чужие были. Ночь, полночь, темень голимые. То оттуда стреляют, то отсюда стреляют. Мы продвинулись, бойцов то ли потеряли всех, то ли все разбежались. Это непонятно. Потом с моей стороны, с нашей стороны от меня прилетали гранаты. 2 гранаты пролетело. Одна РГДшка, другая ФК. От ФК, допустим, я ушел уйти, а от РГДшки не успел уйти. Ну там по мелочи зацепило. Ну опять же, я знаю, что с той стороны сидят наши, кинули гранаты, это наши. В конечном итоге мы попытались выбраться к своим, там пулеметчик то ли обосрался, то ли что, и он там, при каждом шевелении ветки начинал там косить. И нам просто не дал оттуда выбраться. Мы там 4,5 часа пытались прорваться к своим, и этот пулеметчик нам не давал голову поднять. А пулеметчик сидел наш, это 100%. Ну и конечный итог, прилетел шмель, сильно оглушило, и я уже в себя прихожу. Шмель? Дрон? Ну, зачем муха, как он, одноразовый выстрел? Ой. Ударила или муха, или с гранатомета прилетела. В общем, оглушило, когда я в себя пришел, я уже был связан. Понял. Вы в самом начале сказали, что там так или что даже здесь так. Ну здесь, да, но здесь не трогали никто ничего. Ну, в смысле, ну, как можно, конечно, сказать, или я ничего не говорю, ну, так, не с такой жестокостью. Но имеется в виду при приеме в плен, вас слегка приголубливают. Нет, при приеме в плен мы перед кем вообще не трогали. Пацаны нас накормили, сидели, посидели, пообщались, мы так разговаривали. Ну, не сказать, что задушевно, потому что у них на нас злоба. У меня, естественно, на него злоба, то, что он на меня одел, а потом мне дальше. Мне тоже это неприятно, грубо говоря.
Ну, как бы это нормальное явление. То, что мы получили там, что у каждого человека, грубо говоря, на этой войне погибла кто-то мать, может быть, у кого-то, может быть, жена, дети. И каждый выносит на себе эту ненависть на нас. Это нормальное явление. Я как бы считаю так. То есть вы понимаете, почему украинцы ненавидят россиян? Ну, как бы да. Имеют основания. Да, имеют основания, да, наверное. Называется О, видишь, оно пошло. Технические неполадки. Алло. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист. Ваш сын у нас в плену. Вы знаете об этом? Да. Откуда? Уже сейчас узнали или знали раньше? Не знали? Нам, в общем, сейчас скажу вам, числа, наверное, когда его взяли, на другой день или через неделю после того, ваш какой-то человек звонил. Ну, я поняла, что при погонах этот какой-то... Вот, и все нам рассказал. Мы с ним поговорили, он нам объяснил все, что и как. Угу. Вот с того дня мы и знали. Не-не-не, а у вас он в списках есть как военнопленный, с вашей стороны? Еще раз. Очень плохо слышно. С вашей стороны, в военкомате где-нибудь, в части, он числится как пленный, как военнопленный? Да. Числится. Так, ну я ему передаю трубку, разговор у вас под записи для публикации. Я вас предупредил, чтобы вы знали. Привет, мама. Сынок. Успокойся, все хорошо. Все хорошо. Привет, мы тебя любим. Все хорошо. Ой, я дозвониться до вас не мог. Вчера звонил и позавчера звонил. В общем, до вас звонки не проходят, ни до тебя, ни до Оли. Такой с IP-телефонией. Я неизвестно, сколько мы здесь еще будем находиться. Нам разрешили сюда посылки. Я тебе сейчас дам 2 номера. Запиши их, пожалуйста. Записываешь? Ой, возьми трубку. О, Господи. Сейчас, подожди, Сереж. Привет, мама. Скажи это сильнее. Мы тебя любим. Все будет хорошо. Ну а так, мама, у меня все в принципе хорошо. Привет. Привет, малыш. Пожалуйста. Лерон, говорите. Все. Привет. Со школы пришла. Как у вас дела? Да нормально, все хорошо. А ты как? Как? Видишь же как. Не падай духом. Не падай духом, все хорошо было. Отец у нас, сказать? Говори. Перенес инфаркт. Прооперировали, вставили стенд. Нормально, все хорошо. Обошлось. Неделя как дома. Все ясно. Но я дозвониться не мог. Я не знаю уже, что было думать. Я дозвониться до вас, говорю, не мог. Я не знаю, что думать. Я говорю, мало ли что произошло. Может быть, что-то случилось дома. Ну, потому что до вас дозвониться ни до кого я не мог. Я с IP-телефонии звонил. Что тебе, что Оле звонил. Звонки не проходили. Да, вообще звонков не было. Какой-то 494. Вот какой-то Оля говорит, на работе она была, написано было Сергей. Как написано было? Сейчас я скажу. Сейчас она скажет. Там... Она была на работе, она не успела взять, и потом уже не звонили с этого. С части с моей звонили к тебе кто-нибудь? С части. Непосредственно мое руководство, начальство. Потому что мы тоже оставляли, когда на БЗ уходили, мы оставляли все данные. Нет, Сереж. Награждения какие-нибудь проходили? В военкомат ходим мы как к себе домой. Угу. Ну, молодцы. Большое вам спасибо. И что они говорят в военкомате? Ничего не говорят. Ничего не говорят. Будет информация, мы вам позвоним, скажем. Ну вот есть информация, дальше что? Будут его забирать на обмен? Вон.
Конечно. Завтра поеду тогда в военкомат и скажу. Ну вот возьмите своим телефоном с экрана его запишите, что у вас сейчас этот разговор происходит. Понесите завтра в военкомат это видео и покажите, что вот человек жив-здоров, в плену, надо забирать. Поговорите что-нибудь. Да у меня что-то... Мне обратитесь, чтобы вас забрали домой. Как? Ну, мне кажется, от этого что поменяется? Ну, поменяется, наверное, только то, что будет статус изменится, то, что я уже не буду никак без вести пропавший. Кстати, мама, Сабир живой, я его сам лично видел. Ну чё ж ты молчишь, сынок? А он что, тоже в плену, что ли, Серёж? Подожди, Подожди, все, сейчас я пишу. Господи, ну это что ж такое-то? Тише. Я не пойму. Что дальше? Что можешь сказать? Что сказать можешь? Как ты его видел? И нам поговорить не дали, но меня вообще не узнал. Он на меня посмотрел, но мне кажется, или отбитый, или контуженный сильно. Ну, с виду целый. Но меня не узнал. Мы рядом стояли, я ему Сабир, дос, поворачивал. Он повернулся ко мне, ну, на меня посмотрел, а ближе нам подойти я не смог, чтобы охрана нас не пустила меня туда. Вот, Сабир живой, с ним все в порядке. Ну, видимых таких травм на нем я не видел, как бы на этом, ну, все с ним в порядке было. Потери памяти? Ну, может быть. Почему он домой не звонит, я не понимаю. Есть такой сайт, где написано, где есть Запад-1, этот, в Телеграме есть группа, и там есть все списки военнопленных, кто находится на этом Западе-1. И там Досмухамедов, Сабир Ильдарович, он там есть. Ой, мамочка дорогая, Он господи. белобрыс, белый весь, седой, то ли я так и не понял. Прям белого цвета у него волосы. То ли посидел, то ли что. Ну, может, контужен. Да хорош уже писать, записали, все, достаточно, что вы там стоите с этим телефоном. Спасибо. Спасибо вам большое хоть за подсказки. Мы уже бьемся башкой об стену. Сабир живой, с ним все в порядке вообще. Какие подсказки? Самбир? Сабир. Досмухамедов. Ну, Сабир, значит. У него тоже родственники есть. У него мама его не могла найти, а я... А ваша мама его знает, маму? Так он мне брат. О, так это же моей сестры родной, это Сережин родной, двоюродный брат. Ну, так надо, наверное, тогда вам идти и за Сережу, и за Сабира. Правда? Чтобы обоих как бы домой забирали. Мы за одного и за другого ходим постоянно. Я не знаю, завтра пойду разгребу там всех. А про него вообще там... Ну... Не, ну это же новая информация, у вас же ее не было. Да. Но. Всё. Да. Ну. А теперь у меня к вам вопрос есть. Зачем вам все это нужно? Война, отправлять мужчин своих на войну. Вам это зачем нужно? Так я не спрашивал у них. Не, я понял. Мне интересно мнение. За Сабира сказать? Да. Он в тюрьму Он у смотрел. нас сидел. Дали 14 лет. Так. 5 лет он отсидел и сказал маме, мама плакала, все. Как раз это было 26 апреля, ему исполнилось 30 лет. Он сказал, мама, если я еще хоть здесь задержусь, потому что там было насилие, я поломаюсь, я уйду. А знаете, там прям под таким давлением подписывали они. Он ушел. И все. 1 июня был бой. Забыла. Под Еленовку он пропал. Все. После этого он пропал. Он подписал контракт на полгода. Те, которые перед ним подписывали, они уже пришли. А он подписал на полгода. И все. И он исчез. Я с его командиром даже дрался. С вашей стороны, ребята, ну, потому что там, наверное, может, разломали группу или как. Все в один голос, и женщины какие-то непонятные, мужчины говорили, что он погиб. Что сами лично. Все живое, мам. Он погиб. Я его лично сам видел. А что с командиром дрался с его? Потому что мне Гондон никакой информации не давал, а говорил, это не ваше личное дело, да. Про него, Да, про брата? Да. Никакой информации у них у самих, скорее всего, нет. Слушайте, ну, знаете, такие не сильно радостные моменты, вот тут вот, смотрите, вы говорите, на зоне его там
насилие было и принуждали, да. Тут я сейчас разговариваю, говорят, их там били, в яму кидали. Скажите, пожалуйста, ну вот у вас власть типа декларирует, что вы тут кого-то типа как освобождаете, защищаете. Что это за защита такая? Мы в политике вообще Знаете, никак. честно, я в политике вообще не разбираюсь. Вообще. И мы не по Сережа, честно, Сережа, это я вот говорю со слов сестры, как она мне рассказывала. Я лично к нему не ездила, ничего. Сережу я просила, слезно, умоляла. Это было его решение. Я не знаю, почему он его принял. Не знаю. Ладно, в политике вы не разбираетесь. А как вы вообще к войне относитесь? Никак. Нам, чтобы был мир во всем мире. Для чего эта война вообще? Кому она нужна, скажите? Ну, наверное... Раньше же жили где? И у нас вот на Украине жили, родственники жили. Родственники тоже. Только все общались, все это. Для чего это, скажите? Ну, вообще все? а вы не хотите своего президента спросить, для чего? Ведь это же он объявил, а не я. И не Сергей ваш, и не вы. Президент ваш объявил. Вы не хотите его спросить, чего это вдруг вот так происходит? Зачем? А как я его спрошу? Ну... Кто я такая? Серая мышка? А можно этот вопрос? Это не вам лично, вы разговариваете. Можно покурить сигарету? Что-то мне вообще на нервы. Не, ну это ж здесь нет. Я вам дам сигарету, покурите потом. Но сейчас как бы уже потерпите 5 минут, сейчас договорим. Надо же выяснить. Не, я понимаю, у президента вы спросить лично не можете, но вы хоть понимаете, что это его решение начать это все? Он же объявил об этом, он же сказал. После этого все и началось. Ну, оно, конечно, началось намного раньше, но вот в таком масштабе началось вот уже сейчас, в 22 году. Вы... Честно сказать вам, я телевизор вообще не смотрю. Не смотрю, я не могу это все смотреть. Я не разбираюсь в политике. Вы понимаете, в чем дело? Вы, если бы смотрели и разбирались, то, может быть, вы могли бы своему сыну показать несколько моментов, и, может быть, он бы сюда бы не пошел. А между прочим, он выжил один из... 2500. Не один, а трое нас выжило. Их выжило 3 из 2500. Это его слова, я не знаю. Кошмар вообще. А знаете, что самое печальное? Что они же здесь не только гибнут, но и убивают еще наших. И мы вот понять не можем, вы когда-то начнете политикой интересоваться? Ну, чисто, чтобы хоть понимать, за что, ради чего. Мне, наверное, уже поздно заниматься политикой. Ну, вон дочка у вас, 60 вон, года. вон дочка у вас есть, и, может, ей не поздно хотя бы подумать еще. Или у нее будет жених там или муж, она его тоже отправит на войну. Это жена Сережи. Это моя жена. Это ваша жена? Я почему? Ну, я думал, что раз номера разные, то значит жена отдельно. Мы живем в одном доме. Вы живете в одном доме. Она уже отправила. Ну, то есть она уже не интересовалась, и ее муж уже здесь. Вам рано, а может ей... Нет, я тоже Она не не спрашивал отправила, она ничего. приняла решение мужа. Я не спрашивал ничего Что бы она решения. сделала? Сереж, скажите честно, вы, возьмите еще с мамой договорить. Вы бы второй раз бы пошли бы сюда, если бы знали все вот это, вот, что здесь происходит? Нет, наверное. А, наверное, еще и. Наверное. Есть такие ситуации, что, скорее всего, если заставят в принудительном порядке сюда идти и дослужить контракт, и добровольно. Вы первый раз пошли добровольно? Добровольно. Пошли бы добровольно, а еще? Нет, второй раз добровольно бы не пошел. Не пошел бы. А все, что надо было, это просто поинтересоваться. И первый раз бы не пошел бы. Ну да. Правильно? Так надо интересоваться политикой или не надо интересоваться политикой? Политика интересоваться, я считаю, что... Но это то, что вы называете политикой. Вот вы все, у вас любой вопрос какой-то чуть проще, чем 2 + 2, это у вас все политикой. Надо, наверное, же интересоваться было. Конечно. Ладно, говорите пока-пока, маме. Ладно, мамуль. Я думаю, у вас очень сегодня люблю. большой день. Давай, сынок, мы тебя любим. Мама, я тебя с днем рождения там в письме поздравлял. Не знаю, пришло, не пришло. Но все лучше поздно, чем никогда. Какой же день рождения, Сереж?
Да, давай. Давай ты мне. давай. Я вас всех очень люблю, давай. Пока, малыш. Давай. На моем канале моя фамилия Золкин, YouTube канал Золкин Владимир. Можете посмотреть потом это видео. Какой канал еще раз? Владимир Золкин меня звать. Владимир Золотин канал. До свидания. Если бы вы интересовались не политикой, а Да если бы я войной, то мой интересовался- канал бы вы знали бы точно. Да? Я 2 года с такими, как вы, беседую. 2 года. 2 года рассказывают от А до Я. Что происходило, как происходило. Просто я говорю, вот, нас, вот, как вам сказать, Володь, нас просто жестко, Надули. ну, грубо говоря, и использовали нас как, ну, Это понятно даже дураку. вообще конченному идиоту понятно. Кстати, идиот это как раз тот, который не интересуется И общественной уже жизнью. потом задние оттуда скорости, ну, заднего хода. Я понимаю, я говорю о том, что то, что вас обманули, это понятно любому дураку. Меня другое интересует. Когда вы начнете чем-то интересоваться, чтобы Ну, вас это нельзя же было да. так взять и легко обмануть. Ну, теперь, наверное, да, начиная с... Вот, я много чего просидел, много чего передумал, много ситуаций жизненных переосмыслил, много чего попередумал. И теперь, прежде чем что-то сделать, раньше я сначала делал, а потом думал. А теперь, что прежде чем что-то сделать, я, наверное, сяду хорошенько и подумаю. Даже вплоть до того, выходить на улицу сегодня или нет, я, наверное, буду прежде всего думать. А не так, просто одел ботинки и вышел. А, бог с его, что будет, то и будет. Спасибо вам большое, Владимир, за разговор с семьей. Ладно, все, спасибо тогда вам за беседу.